Сэмюэл Джонсон, английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи Просвещения. Природа наделила женщину огромной властью, и нет поэтому ничего удивительного, что законы эту власть ограничивают. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Лучше терпеть неправоту, чем допускать ее самому, лучше быть обманутым, чем потерять доверие. Уверенность в себе – это первое необходимое условие для больших дел. Важно не то, как человек умирает, а то, как он живет. Больному следует приложить немало усилий, чтобы не быть негодяем. Хранить свой секрет мудро, но ждать, что его будут хранить другие, глупо. Если во второй раз пишешь на ту же самую тему, то поневоле противоречишь сам себе. То, что написано без усилий, читается, как правило, без удовольствия. Каждый старается быть умным, а тот, кто не может быть им, почти всегда хитер. Презрение похоже на гангрену. Поразив часть души, оно поражает в конце концов и всю душу. Человеку в несчастье всегда кажется, что вы мало сочувствуете ему. Читающая нравоучение женщина сродни стоящей на задних лапах собаки. Удивительно не то, что она этого не умеет, а то, что за это берется. Умение видеть положительную сторону каждого события стоит больше 1000 фунтов в год. Любовь – это мудрость дурака и глупость мудреца. Путы привычек обычно слишком слабы, чтобы их ощутить, пока они не станут слишком крепки, чтобы их разорвать. Похвала и лесть – это два гостеприимных хозяина. Только первый поит своего гостя вдоволь, а второй спаивает. Есть люди, которые всю свою жизнь не могут отвыкнуть от своей молодости. Стыд – это страх перед людьми, совесть – страх перед Богом. Вежливость – это одно из тех качеств, которое можно оценить по достоинству, лишь испытав неудобства от его отсутствия. Нет ничего более безнадежного, чем развлечение по плану. Благодарность – результат высокого уровня нравственного развития человека. Вы не найдете ее среди невоспитанных людей. Брак приносит много огорчений, однако безбрачие не дает никаких радостей. Тщеславное желание показать, что тебе доверили тайну, обычно и становится главной причиной ее разглашения.
Тщеславное желание показать, что тебе доверили тайну, обычно и становится главной причиной ее разглашения. Самый счастливый образ жизни тот, который представляет нам больше возможностей завоевать уважение к самому себе. Если у вас нет дела, не оставайтесь в одиночестве. Если оказались в одиночестве, не оставайтесь без дела. Ненавидят люди гораздо последовательнее, чем любят. Мы склонны верить тем, кого мы не знаем, потому что они нас еще не обманывали. Быть бедным и быть праздным всегда были двумя упреками, следовательно, каждый человек пытается самым тщательным образом скрыть свою бедность от других, а свою праздность от себя. Музыка — единственное безгрешное чувственное наслаждение. Нельзя ненавидеть человека, над которым можно посмеяться. Те, с кем мы делили радости, вспоминаются с удовольствием. Те же, с кем мы вместе переносили тяготы, с нежностью. Вино плохо еще и тем, что заставляет нас принимать слова за мысли. Независимо от того, по какой причине вас оскорбили, лучше всего не обращать на оскорбление внимания. Ведь глупость редко бывает достойна возмущения, а злобу лучше всего наказывать пренебрежением. Жизнь не может позволить себе большего удовольствия, чем преодоление трудностей. Если хочешь любить долго, люби рассудком, а не сердцем. Время и деньги – самое тяжкое бремя в жизни, поэтому самые несчастные из смертных – это те, у кого и того, и другого в избытке. Великие свершения достигаются не силой, а упорством. Предрассудки не имеют разумных оснований, поэтому их нельзя опровергнуть разумными доводами. Каждый из нас лентяй или надеется стать им. Сноб – это человек, которому недостаточно чувствовать собственную значительность. Ему еще нужно, чтобы другие почувствовали свою незначительность. Причина наших несчастий не в сокрушительном ударе судьбы, а в мелких ежедневных неурядицах. Плохо, когда человеку недостает разума, но плохо вдвойне, когда ему недостает души. Язык – одежда мыслей. Иные умники берут себе жен поглупее и всегда оказываются в дураках. Муха может укусить и даже больно крупную лошадь, однако и тогда муха останется мухой, а лошадь лошадью. Не может быть дружбы без доверия,
а доверие беспорядочности. Всякие перемены связаны с неудобствами, даже если это перемены к лучшему. Сэмюэл Джонсон. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.